Братья совершили покупку, о которой мечтали всю жизнь. Это был большой участок земли на окраине города. Они планировали построить там свой собственный дом, но не ожидали, что этот сарай все еще будет стоять на их территории. Они открыли его и обнаружили внутри скрытый секрет, который раскрыл личность бывшего владельца, и это открытие изменило их жизнь. Но прежде чем мы начнем, нажмите кнопку «Нравится» и не забудьте подписаться, если вы этого не сделали, и нажмите на колокольчик уведомления, чтобы не пропустить новые истории. Братья Генри и Том направлялись к своему приобретенному участку земли. Это была захватывающая поездка, и обоим братьям не терпелось увидеть, что принесли им их инвестиции. Они приобрели это место практически за бесценок на онлайн-аукционе, так что, возможно, это был провал. Но волнение все равно было велико. Они подъехали к воротам и сделали первые шаги по своему новому участку. Генри подобрал стальную трубу, валявшуюся среди обломков, и просунул ее между цепями замка. «Что будет внутри?» Том с радостным выражением лица спросил брата. Генри не знал, но разделял его энтузиазм. Воздух внутри был насыщен мускусным запахом, и было слишком темно, чтобы что-то как следует разглядеть. Поэтому Генри и Том воспользовались фонариками, чтобы осмотреться. На некоторых пустых шкафах образовалась плесень, а большая часть внутренностей сарая заросла растительностью, но в глубине было что-то, что вызвало у них интерес. Потому что в правом углу ветхого здания стояло множество больших ящиков, некоторые из которых были с висячими замками, как в сарае, но поменьше, а некоторые вообще без замков. «Что же будет за уникальное сокровище внутри?» — воскликнул Том, улыбаясь, когда они вытащили коробки на свет Божий. Когда они оказались снаружи, пришло время открыть их интересные находки, и их содержимое подтвердило это. Они были заполнены документами, сложным на вид чертежом и фотографиями мужчины и его семьи. Они не просто выглядели старыми. Они увидели черно-белые фотографии мужчины с огромными усами, женщины в корсете и маленькой девочки, держащей жуткую куклу. «Должно быть, это были первоначальные владельцы», — изумленно предположил Генри. Они еще раз просмотрели все материалы, стремясь выяснить, кто были эти люди. И тут Генри увидел на чертеже что-то знакомое, но что действительно привлекло его внимание, так это то, что было нацарапано в углу. Схема была заполнена идеально прямыми линиями. Рисунки были настолько подробными и точными, что на их создание, должно быть, ушли месяцы, но была одна деталь, которая не вызывала сомнений. Это была подпись создателя. Инициалы гласили «РС» и были заключены в перевернутый треугольник. Что-то в них показалось Генри знакомым. Местная библиотека стала первой остановкой на их пути к открытию. Братья разделили задание и искали несколько часов, но, к сожалению, безуспешно. От этого таинственного РС не осталось и следа. Они должны были попробовать что-то другое. Дом. Том сказал Генри, что им нужна помощь со стороны. Может быть, кто-то в этом городе знает больше о РС и земле, которую они купили. Вот тогда-то они и поместили объявление в районной газете с просьбой о помощи в поисках таинственного РС. А потом началось ожидание. И оно было долгим. Почти 2 месяца не было ничего, кроме мертвой тишины. Но однажды рано утром в доме Тома зазвонил телефон. Было 6:15, а на улице все еще было темно. «Кто это звонит мне в такой час?» С легким раздражением поинтересовался Том. Он поднял трубку, и на другом конце провода ответил мужчина. Он сказал Тому, что он историк, и что он увидел объявление для мужчин. «Я уверен, что смогу тебе помочь», — сказал он. Том не мог в это поверить. После 2 долгих месяцев ожидания у них наконец появилась зацепка. Кто бы это мог быть? Тому оставалось только сказать брату об этом лично. Поэтому, ни секунды не колеблясь, он оделся, сел в машину и поехал к дому своего брата. Было 6:45, когда он снова и снова звонил в дверь Генри. Заспанное лицо Генри открыло входную дверь.
Но как только Том объяснил, кто звонил, глаза Генри загорелись. «Чего же мы ждем? Поехали!» — крикнул Том. Двое мужчин сели в машину Тома и поехали к месту работы историка. Том сказал, что у историка есть не только имя, но и множество других документов, которые могли бы нас заинтересовать. Однажды в мастерской историка двух братьев поприветствовал пожилой мужчина. Там они не стали терять времени даром. Старик сказал братьям, что человека, которого они ищут, зовут Роберт Стивенсон. Он был первоначальным владельцем земли. «Стивенсон — это тоже наша фамилия», — с благоговением произнес Генри. Позже они узнали, что это не было простым совпадением. Историк сказал им, что Роберт Стивенсон был самым богатым человеком в городе, а может быть и во всем регионе. Он жил в далеком XIX веке, но кроме года его рождения и статуса, о нем было мало что известно. Это глубоко заворожило историка, и именно поэтому он потратил годы своей жизни на изучение этого загадочного человека. И именно тогда он ухватился за самую важную на данный момент подсказку. Историк просмотрел материалы, которые братья привезли с собой, и увидел, что там был чертеж. «Эй, чертеж, у меня тоже есть такой», — сказал он. Генри и Том обернулись и посмотрели на старика большими глазами. «Второй чертеж. Что там будет написано? Дает ли он новую информацию?» «О, боже, вы правы», — сказал историк. Он сказал мужчинам, что после смерти Роберта Стивенсона все следы его жизни, казалось, исчезли. Он предположил, что эта потайная комната, расположенная в том же месте, что и сарай, могла иметь к этому какое-то отношение. О чем он говорил? Они что-то заподозрили? Был ли их сарай чем-то большим, чем просто старое здание? Нельзя было терять ни минуты. Они поблагодарили старика и сказали ему, что будут поддерживать с ним связь, если что-нибудь найдут. Через несколько минут оба брата снова были в машине и направлялись к боту «Земля в сарае». Это было так захватывающе. Они подошли к сараю. Теперь они стояли в центре сарая. Это было место, которое они уже обыскивали раньше, и тогда это место не принесло особых результатов. Что же могло так измениться сейчас? Они открыли каждый шкаф и перевернули все предметы вверх дном, но ничего не нашли. Возможно, им все это просто показалось. Но тут Том топнул ногой по земле и услышал странный звук. Земля. «Генри, иди сюда. Мне кажется, здесь под землей есть полость». Они присели на корточки и начали энергично разгребать землю. «Ты что-нибудь видишь? Что это такое?» С энтузиазмом воскликнул Генри. Обоим мужчинам потребовалось около 15 минут, чтобы полностью очистить его от грязи. Но когда это было сделано, они уставились на деревянный люк в земле, и дрожащими руками оба брата потянулись к ручке, чтобы открыть эту деревянную крышку и показать, что находилось под ней. Это была темная дыра с приставленной сбоку лестницей. Генри спустился в нее первым, а Том вскоре последовал за ним. Они были слепы в этой темноте и несколько раз натыкались на твердые и заостренные предметы. «Ты что-нибудь видишь?» Том спросил своего брата, но не получил ответа. Затем он вспомнил, что у него в заднем кармане есть зажигалка. Он щелкнул по ней, и появилось слабое пламя. Оба мужчины подошли ближе к картине, но тут Том кое-что заметил. Роберт Стивенсон не только носил их фамилию, но и некоторые черты его лица были очень похожи на их собственные. Большой, круглый фамильный нос и родимое пятно на лбу, которое, по словам отца, было у многих членов семьи. Мог ли Роберт Стивенсон быть их предком? Генри заметил, что один из уголков ткани немного отвалился. Он осмотрел щель и даже на мгновение засунул палец в отверстие. «Том, здесь что-то есть», — сказал он, улыбаясь. Генри вытащил это и протянул брату. Это был старый ключ, но это была не единственная вещь, которая выпала. В тот же момент на землю упало письмо. Генри взглянул на конверт и снова увидел перевернутый треугольник на восковой печати.
И тут он кое-что вспомнил. Их отец тоже рисовал его на вещах, связанных с семьей. Он открыл письмо и, прочитав, сказал: «Если ты найдешь в моем письме эту потайную комнату, ты станешь прямым потомком моей родословной, а значит, получишь право на все богатства моей семьи. Ключ, который прилагается к этому письму, поможет тебе открыть все мои богатства. Это мой способ обеспечить будущее моей семье и всем последующим родственникам». Генри и Том с изумлением посмотрели на ключ. Они обыскали и довольно скоро нашли старый железный сундук. Ключ подошел идеально, и когда я открыл его, там оказались тонны золотых и серебряных монет. Они были в шоке, когда сделали это открытие. Они обнялись и отнесли тяжелый сундук к своей машине, и словно телепатически они оба точно знали, что делать с деньгами. Они собирались использовать чертежи Роберта Стивенсона и перестроить старый семейный дом, чтобы сохранить его наследие и стать прекрасным местом для жизни. На строительство ушло 2 года, но в итоге все получилось идеально. От используемых материалов до планировки. Каждый сантиметр был задокументирован РС, и Генри с Томом постарались соблюсти это. Они даже отстроили секретную комнату. Историк нашел генеалогическое древо, и они действительно были родственниками. Все было идеально. Теперь его дом из прошлого стал их домом будущего.